Всем привет! Значит так, недавно делал капитальный ремонт своего мотора, и прежде чем его откапиталить, нужно было отдефектовать, проверить каждую его деталь, чтобы вынести заключение, какие-то детали изношенные заменить на новые, где-то что-то отремонтировать для успешной его дальнейшей работы. В том числе нужно было проверить также его пружины, я имею в виду пружины клапанов. И, наверное, как многие из вас, я тоже залез в YouTube, залез в интернет, начал читать там какую-то информацию, искать на форумах. Вот. И, значит, везде, в принципе, предлагают проверить пружины, значит, их высоту и какое количество килограмм они развивают в сжатом состоянии, засухаренном. Но почему-то никто и нигде не показывает, как проверить пружину на отклонение от ее оси вращения. А ведь это тоже считается важным моментом, на который стоит обратить внимание. После чего я решил посмотреть, что пишется в мануале по поводу вот этих вот допусков. Ну и вот допуски здесь такие по отклонению. Номинальная 2 градуса, но предельно допустимая 4, то есть от 2 до 4 градусов. Если пружина будет иметь отклонение от вертикали, то это будет считаться в допуске. Хорошо, думаю, ладно, осталось же только теперь придумать, как это дело можно было бы проверить. А на самом деле все очень просто. Берется угловая линейка, пружина, ту, которую будем проверять, ставим ее в так называемую полку, начинаем вращать пружину и смотрим максимальное ее отклонение от вертикали, в каком месте. Находим это место. Далее берем транспортир или штангель-циркуль и начинаем измерять расстояние между пружиной и вертикалью. В моем случае это где-то около 2 мм получилось. Также нам нужно обязательно запомнить, какую высоту имеет пружина. В моем случае 5 см. Получив все необходимые измерения, переносим их на бумагу. Итак, зная все данные необходимые, отмечаем высоту пружины и отмечаем расстояние между вертикалью и самой пружиной. Там у нас было 2 мм. Ну вот как раз 2 мм. Далее нам нужно будет начертить еще одну линию. Я ее уже начертил. Вот она. Благодаря этой линии у нас уже появился угол. То есть вот здесь вот, да, у нас уже есть какой-то угол. Этот угол мы можем измерить с помощью транспортира. Прикладываем транспортир. К сожалению, качество транспортира оставляет желать лучшего, но даже на таком можно определить угол. Здесь вот 90, здесь вот 80. Вот черточка 85. Из этого можно сделать вывод, что угол у нас между 85 градусами и 90. Ну, то есть где-то 86. Отнимаем, значит, 86 от 90, и у нас получается вот этот вот уголок имеет 4 градуса. Вот этот вот угол имеет у нас 4 градуса. А угол в 4 градуса соответствует допуску. Вот видите, в мануале написано до 4 градусов. Покажу на листе бумаги, как это все будет выглядеть и вообще для чего нужна эта проверка. Смотрите, когда пружина имеет деформацию, она будет стараться изо всех сил передать свою деформацию на ножку клапана. Из-за этого клапан будет работать не в вертикальном положении, а слегка под углом. Угол этот будет зависеть от того, какое расстояние между направляющей и ножкой клапана. Из-за того, что пружина имеет деформацию, она, значит, будет изменять положение ножки клапана в момент работы мотора.
Из-за этого будет увеличиваться износ самой направляющей и самого клапана. Ну а когда вы сделали капитальный ремонт и оставили этот момент неучтенным, ну как бы у вас просто будет происходить быстрее износ направляющей и самой ножки клапана. Так что вот так вот я хотел этого избежать момента, и вот я вам показал, как это все можно дело проверить, отдефектовать.